Ежедневно мы сталкиваемся с множеством электрических приборов, которые значительно упрощают жизнь современному человеку. Однако некоторые из них по ряду причин могут оказаться неисправными. А вот уже тесный контакт с подобными устройствами не предвещает ничего хорошего. Сегодня мы поговорим с вами о том, как оказать первую доврачебную помощь при поражении электрическим током. Здравствуйте, мои хорошие! Прямое воздействие электрического тока на ткани организма всегда представляет потенциальную угрозу не только для здоровья, но и для жизни. Хоть и считается, что для человека безопасным является напряжение до 50 вольт, при повышенной влажности в помещении опасность могут представлять даже 12 вольт. Еще одним коварным свойством электротравмы является скрытый период возникновения видимых последствий. В ряде случаев симптоматика повреждений может проявиться не сразу, а через определенный промежуток времени. Патологическое воздействие электричества на органические ткани происходит тремя основными путями. Тепловым. Проходя по тканям организма, электроэнергия преобразуется в тепловую, вызывая по своему пути поражение мышц, сухожилий и костей, сопровождающиеся образованием ожогов кожи в местах входа и выхода. Электрохимическим. Ток вызывает сгущение и слипание клеток крови, перемещение ионов, вследствие чего происходит изменение заряда белковых молекул крови и появление газов и паров. Биологическим. Срывается деятельность структурной мускулатуры сердца, нарушается работа нервной и иных систем организма. Много факторов влияет на степень поражения органов и тканей. К ним относят силу и напряжение тока, физическое состояние и возраст человека, период, в течение которого ток проходил по телу, время, в течение которого была оказана первая помощь. Главными причинами смерти в первые минуты после поражения электричеством выступают остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности. По этой причине грамотно выполненная первая помощь значительно повышает шансы пострадавшего на спасение. Действие человека, оказавшегося рядом с потерпевшим, зависит от степени состояния пострадавшего и сложности полученных повреждений, которые можно разделить на три группы. Легкая электротравма, при которой происходят судорожные подергивания и непроизвольные сокращения мышц. Сознание пострадавшего сохранено, может наблюдаться слабость и головная боль. В данном случае оказание доврачебной помощи требуется редко. Средняя электротравма характеризуется судорогами и нарушением сознания. Человек может стать возбужденным, либо впасть в оцепенение. Существует вероятность возникновения частичной амнезии. Тяжелая электротравма предполагает нарушение жизненных функций, дыхания и сердцебиения. После прихода в сознание человек может не помнить факт получения травмы. А теперь давайте перейдем непосредственно к рассмотрению методики оказания первой доврачебной помощи. Если пострадавший соприкасается с токоведущими частями, необходимо быстро освободить его от действия электрического тока. Прикасаться к человеку, находящемуся под напряжением, опасно для жизни, поэтому нужно быстро отключить электроприбор, которого касается пострадавший, от сети. Для освобождения пострадавшего от провода следует воспользоваться сухой одеждой, доской или каким-либо другим предметом, не проводящим электрический ток, или взяться за его одежду, если она сухая, избегая при этом прикосновения к металлическим предметам и открытым частям тела, и оттащить его от источника электроэнергии не меньше, чем на 10 метров. Далее необходимо уложить пострадавшего на спину, на твердую поверхность, проверить наличие дыхания, определить по подъему грудной клетки, запотеванию зеркала и прочему. Проверить наличие пульса на лучевой стороне у запястья или на сонной артерии на переднебоковой поверхности шеи. Выяснить состояние зрачка. Широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга. Вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Самостоятельная транспортировка потерпевшего при ударе током недопустима. Исключением является прямая угроза потерпевшему и человеку, ему помогающему. Если пострадавший пришел в сознание после обморока, его следует уложить в удобное положение, накрыть одеждой, обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, обрызгать лицо водой и обеспечить полный покой. Если пострадавший плохо дышит, очень редко и судорожно, ему следует делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При отсутствии признаков жизни нельзя считать пострадавшего мертвым, так как смерть бывает кажущейся. Первую помощь нужно оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия. Способ искусственного дыхания заключается в том, что оказывающий помощь производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего, непосредственно в рот. Пострадавшего укладывают на спину, раскрывают рот, удаляют изо рта посторонние предметы, запрокидывают голову пострадавшего назад, положив под затылок одну руку, второй рукой надавливают на лоб пострадавшего, чтобы подбородок оказался на одной линии с шеей. Встав на колено, нужно с силой вдохнуть воздух в рот пострадавшего через марлю или носовой платок, закрыв ему нос. А вдох длится 5-6 секунд или 10-12 раз в минуту. Грудная клетка пострадавшего должна расширяться, а после освобождения рта и носа самостоятельно опускаться. При возобновлении самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжать искусственное дыхание до полного возвращения у пострадавшего сознания. Одновременно нужно проводить наружный массаж сердца при отсутствии пульса. Наружный, непрямой массаж сердца производится путем ритмичных сжатий сердца через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на нижнюю часть грудины, повторяя надавливание частотой 60-70 раз в минуту. Оказывающий помощь, определив нижнюю треть грудины, должен положить на нее верхний край ладони, сверху положить вторую руку и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая наклоном своего корпуса. Надавливание следует производить быстрым толчком так, чтобы продвинуть на 3-4 см нижнюю часть грудины в сторону позвоночника, а у полных людей на 5-6 см. Через каждые 5-6 надавливаний одно вдувание. Если оказывает помощь один человек, следует чередовать после 2 глубоких вдуваний 10-12 надавливаний для массажа сердца. При правильном проведении искусственного дыхания и массажа сердца у пострадавшего появляются следующие признаки оживления. Улучшается цвет лица, возвращается самостоятельное дыхание, сужаются зрачки, восстанавливается пульс. Во время доврачебной помощи при поражении электрическим током недопустимо даже при удовлетворительном самочувствии потерпевшего разрешать ему садиться или стоять. Довольно часто после получения электротравмы, придя в сознание, человек пытается самостоятельно передвигаться. Такие действия недопустимы, так как ухудшение состояния может произойти позже из-за повреждения внутренних органов, сердца и головного мозга. Первая помощь при поражении электрическим током не допускает обработку термических ожогов мазями средствами народной медицины. Разрешено наложить стерильную легкую повязку на рану. Запрещен прием каких-либо лекарственных препаратов, так как у пострадавшего может быть аллергия на медикаменты, или же медики по прибытии дополнительно ведут аналогичные лекарства, что повлечет их передозировку. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!